Всем привет! Вы смотрите подкасты Кирилла Березнева каждую пятницу. И сегодня мы поговорим о том, что такое легенда. Начнем с этого. Очень много людей питаются легендами. Курт Кобейн, Македонский, Наполеон, Гитлер, Сталин и любые другие легендарные личности. Тесла, Эйнштейн, Илон Маск, Дуров, Рамштайн, то есть, неважно, любые легендарные личности. И у многих происходит, что легендой быть круто, легендой быть круто, иконой быть круто, ты оставляешь за собой след, который не убирает. То есть у многих очень ощущение, что, мол, это то, к чему нужно стремиться. Но так ли оно в реальности происходит? Или это же все просто пустышка и булщит? В реальности давайте разберем Курт Кобейна для начала. Курт Кобейн полностью одинокий человек, полностью несостоявшийся человек в личном плане, как семья, полностью человек несостоящий в жизни, не мог полностью ощущать мир эмоционально и так далее, так далее. И писал музыку и треки как ощущение своих эмоций. То есть вот он выплескивал всю свою боль, все свои эмоции через треки, чтобы просто ощутить, так скажем, жизнь через эмоции. Жизнь ли это? Да, в свою очередь, это жизнь, по сути, через написание треков. То есть проговаривание собственной эмоции. Но когда твои, так скажем, треки это, по сути, твои дневники терапии. То же самое, если смотрят на меня психотерапевты, то они поймут, о чем я говорю в целом. Возможно, не на очень глубоком уровне, но в целом поймут. То есть и дневники, треки, это треки вот его Курт Кобейна, это те же самые, что дневники, так скажем, пациента. И когда ты выплескиваешь боль и хочешь быть просто живым через те же самые треки, у тебя создается ощущение, что ты жив. И это очень классно ощущать, когда ты не состоялся ни в отношениях, ты не состоялся в нормальной жизни, ты всегда был одиночкой и так далее, так далее. Но когда это становится товаром, то есть Курт сидит на сцене, поет гитару, проживает свои эмоции, и миллионы людей наблюдают за ним и слышат его эмоции. И Курт не видит эмоций других людей, не может пощупать. То есть он просто как загнан в клетку. Загнан просто в золотую клетку, где сидит попугайчик и поет песенки. И это уже больше не про жизнь, а про клетку. И его называют легендой, называют каким-то гениальным человеком, который ушел на пике своей молодости и закрепил еще больше легенду. Но так ли это? К сожалению, это не так. И он писал об этом в своих треках, в своих дневниках собственных. Легенда сама по себе, по сути, живет только в умах фанатов. То есть, если вы фанатеете от Наполеона, о Македонском, о Кизару, о Моргенштерне, о Курт Кобейне, о любом человеке и называете его легендой за его поступки, за то, как он прожил свою жизнь, за Болдуина IV того же, то легенда живет только
в ваших головах, и другой человек, кого вы называете легендой, не может увидеть ваш опыт и вашу жизнь. И, соответственно, не понимает, почему это становится вообще легендой и почему он становится иконой. То же самое, если привести простой пример на Twitch стриме. То есть человек сидит, стримит, да, то есть смотрит фильм. Он может сидеть в комнате полностью один и сидеть просто смотреть фильм. И проживать только и видеть только свои эмоции. А когда зритель к нему заходит и остается, и смеется с ним, он проживает жизнь с этим автором, свои эмоции, да? То есть, когда вы заходите там на Twitch к стриму к Бустеру, к Джесусу, к Зубареву, да, там, не знаю еще к кому сейчас там заходят люди, то вы проживаете эти эмоции рядом с человеком, и может ощущаться, что этот человек находится прямо рядом с вами, и вы сидите и проживаете с ним эмоции, и называете его легендой. Но легенда, опять же, живет только в ваших головах, а человек-то это всего не видит. Человек может сидеть в одиночестве, сидеть, быть непонятым и просто ощущать полное одиночество. То есть то же самое с YouTube подкастами. То есть, когда условно ты сидишь там, делаешь подкасты, делаешь видеоролики в YouTube, выкладываешь это годами, а потом встречаешься с каким-то человеком, который смотрел тебя в Ютубе, видел, слышал, фанател там и так далее, так далее. Для него это праздник, что он увидел тебя, потому что он уже знал тебя, он проживал с тобой эмоции, он проживал с тобой время, то есть он проживал с тобой время. Для него ты существуешь, для фаната, но ты не существуешь для легенды, кого ты называешь легендой. То есть, а в это время человек проживал одиночество, боли, бездны там, и так далее, так далее, так далее. Поэтому легенды никакой таковой не существует. То есть легенда это очень хороший инструмент, очень хорошая система влияния. И стоит, наверное, научиться, как легенду создавать и пользоваться этой легендой. Но точно не стоит стремиться к этому всю жизнь. То есть это полное разочарование и булщит стремиться всю жизнь ради того, что тебя будут помнить миллиарды людей. Нет, это того не стоит. Поэтому, когда вы думаете, что жизнь там будет прекрасна или хороша, вот когда наступит там определенный момент в жизни, пожалуйста, подумайте 1000 раз, 1000 и сотни раз, прежде чем все это делать. То есть, но скорее всего вы, конечно, не обдумаете и пойдете делать что-то. Но на самом деле, то есть, вы поймете потом уже с опытом, когда пройдете какой-то определенный путь, то есть определенные ошибки, определенные бездны и так далее, определенные кризисы, те же самые, там, экзистенциональные, там, и так далее. И вы поймете, что это все не имеет смысла. И зачастую тот же самый Курт, да, жил в полном хаосе, в ссорах с девушкой, не мог выстроить личную жизнь, не мог общаться нормально с друзьями, употреблял наркотики, при этом его болезни его убивали изнутри, и что? И для кого-то он легенда. Легенда в чем? В том, что он высказывал всю свою боль в треках, и его дневники просто увидели миллионы людей. Легенда в чем?
То есть никакой легенды нет. Или как вы думаете? Если вы думаете, что Курт Кобейн легенда, объясните мне почему. До следующей пятницы.